Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, что скоро ворвется в вашу жизнь. Прогноз Таро на декаду, на 10 дней с 11 по 21 января. Давайте узнаем, что или кто спешит в вашу жизнь. Что вам придется или предстоит организовывать в эти 10 дней или адаптировать? Каковы события ближайшего будущего и с чем это может быть связано? Или как изменится ваша реальность? У нас сегодня две колоды. И первая– это оракул. Он называется оракул Сибиля. И этот оракул нас призывает быть практичными и сложить те изображения, которые вы увидите на картах, и одновременно ту сигнификацию, как эта карта называется. Вторая колода– Таро ангелов, поддержки ангелов, патронажа или ангелы-хранители. И мы дополним то, что нам расскажет колода оракула картами Таро, что придется для вас организовывать или адаптировать. К практичности нас призывают карты, поэтому будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории, конечно, каждого из вас, но я надеюсь, мы проведем приятное время, и какие-то подсказки вы все же получите. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Что же для вас? И первая сфера– это бизнес и деньги. Вторая сфера– здоровье тела и случайной неожиданности. Третье– ваши достижения и профессиональная деятельность или работа, любовь и личная жизнь. Вот эти 4 карты будут нам показывать ту ситуацию или ваши энергии, с которыми вы войдете в эти 10 дней. То есть ситуация на момент или ваши ощущения 10, 11, 12 января. А теперь мы еще раз перемешаем эту колоду и повторим тоже по сферам жизни снова 4 карты. И карты нам раскроют, как будут развиваться события. Сфера денег и бизнеса. Сфера неожиданности или здоровья тела. Сфера ваших достижений или работы. Достижения могут быть разные. У кого-то это документы или согласования важные. И личная жизнь, любовь. Давайте будем первые открывать карты и узнавать. Вот так и называется. Блондинка– это карта. Нам показана девушка, которая так игриво показывает ножку. Будем говорить так. Это может быть какая-то ситуация с новым знакомым или знакомой связана. Мы по полу карту не рассматриваем. Или, может быть, ваше где-то настроение такое, которое, ну, знаете, более воодушевлено. Что-то вы здесь не просчитываете. Или контакты с конкретным человеком вы имеете, или какой-то материальный интерес. Но эта карта, она не говорит о тех людях, которые надежны, отнюдь нет. Не случайно почему-то именно блондинку, как что-то вот такое более легкое. Понятно, никто никого не собирается обижать, это просто э, само по себе значение в этом оракуле. И игривость, она присутствует, но какой-то конкретики, надежности нет. Поэтому как хорошее настроение, вполне вероятно, почему бы нет. Или есть какие-то интересы ваши, да, вы кому-то собираетесь сделать подарок, или вы получаете от кого-то подарок, неважно. Но о том, что мы настроены как-то всерьез по части денег, финансы, по крайней мере, 10, 11, 12. Нет, здесь какая-то больше невесомость. Или легкость, или игра, может быть так. Давайте мы с вами откроем здоровье тела и неожиданности. А тут что-то заканчивается. И нам говорят, правда, вот эти карты оракула, они достаточно своеобразная. Это карта испуг. Мы можем чего-то испугаться или мы можем почувствовать опасность. И тем не менее, нам не говорят о том, что эта опасность сама по себе какая-то присутствует. Это наше восприятие. Может быть, в неожиданностях мы узнаем какую-то новость или о ком-то, например. Такое тоже ведь может быть. Или ваше недомогание, мои дорогие. И если мы говорим по части здоровья тела, не рискуйте собой.
Но какие-то экстремальные виды спорта, к примеру, точно следует исключить. Или куда-то не торопиться. Уделить внимание самому себе, собой, не рисковать ни в каком номинале вообще. Но и чтобы испуг, если мы говорим, чтобы страх, он нас не сковывал. Не цепенеть где-то от услышанной новости, а оставаться быть реалистами. Так вот, немножко разная энергия. На финансы как будто легкость, какая-то игривость. Пусть это по части бизнеса, может быть, что-то вы договорились или получили деньги, или где-то есть возможность вот как раз вдохновиться каким-то моментом. И среди вот этого восторженности или какой-то радости во внезапностях, пусть это будет даже не обязательно связано со здоровьем тела, мы же еще рассматриваем неожиданности, это может прийти какая-то новость. То есть вот здесь противоположность энергии. Вроде было все хорошо, ура, а потом мы узнаем какую-то новость. Или сами куда-то поторопились, что-то прошляпили и где-то оступились. Вот по-разному переложите на составляющие своей жизни, поэтому нам о чем карты говорят? Будь более практичным человеком. Критическое мышление лучше всего включить и подмечать. Это называется осознанность, что происходит вокруг вас и что вы делаете в конкретный момент времени. Это будет вас беречь. Давайте узнаем, что же по части ваших достижений. Много денег. Деньги вы получаете. И правда, у кого-то это легкость именно потому, что в достижениях у вас что-то получается. Или когда вы получаете, допустим, гонорар, а, это те энергии, с которыми вы входите вот в эти 10 дней. И это та ситуация, которая уже сложилась до этого периода. Нечего добавить. Давайте посмотрим, что же по части любви и личной жизни. Ага. А здесь какая-то ссора, может быть. Может быть, у вас была ссора с кем-то из близких. Это могут быть. Один другому что-то доказывает. Обратите внимание. Так вот, мы можем воспринимать человека достаточно вот так вот остро, болезненно. Может быть, какая-то новость от конкретного человека или поведение какого-то человека. Нас может что-то не устроить, но, по крайней мере, опять же, даже если была какая-то ссора, предусматривается то, что ну, мы свои эмоции должны контролировать. Перепады в эмоциональном состоянии, они могут быть. Или мы можем быть в себе чересчур уверенными и где-то провоцировать сами конфликт, или хотим кому-то что-то доказать. А всегда карты говорят, не имеют смысла. Ну, может быть, прежде с кем-то была из близких или из родственников далеких ссора. И здесь у каждого по-разному. Давайте мы откроем вторые карты, которые мы с вами достали. И здесь нам говорят о том, что что-то нас радует, и радость. Вот посмотрите, правда, радость. Она и присутствует где-то в первой карте. Мы об этом с вами говорили. Какое-то состояние праздника, воодушевление. И нам тут как раз на карте праздник какой-то. Или то, что после праздника. Какой может быть и флирт. Если мы говорим про сферу денег и бизнеса, ну, совсем эти карты не про бизнес и не про деньги. И хотя у нас двойка бубнов, но это какие-то траты тогда, скорее всего. Давайте откроем неожиданности. Это карта защиты или человека, к которому мы можем обратиться за помощью конкретно. Это тот, который нам помогает, оказывая, может быть, конкретную какую-то помощь. Это может быть и врач, или мы можем проходить какое-то обследование, может быть, самочувствие, да, вот что-то вас беспокоит, и вы обратитесь в эти 10 дней, чтобы о себе знать что-то наверняка. Или, в принципе, какова бы ни была ситуация, вот испуг проходит по этой карте, но все как-то встает на свои места. Вот правда, проясняется какая-то обстановка. Поэтому наше восприятие, оно может быть, ах, вот знаете, мы как не ожидаем чего-то, а по сути дела все идет как-то своим чередом. По крайней мере, если вам нужны будут люди, чтобы прояснить какую-то обстановку, к примеру, по документам. У вас будут эти люди, вы их найдете, причем хороших специалистов. Вы можете
У вас будут в вашем окружении люди, которые к вам придут на помощь даже в тех случаях, когда именно вам сама по себе помощь нужна. Или для того, чтобы, может быть, ваш проект какой-то, то, что вы собирались каким-то образом продвинуть или осуществить, вы тоже найдете недостающую информацию или тех людей, которые готовы будут вам помогать. Но, ну, стабилизируется в целом какая-то ситуация, каковой бы она вам ни казалась на начальный период времени. Даже если что-то сначала не складывалось в единый пазл, потом сложится, это точно. Давайте мы с вами раскроем следующее. Это у нас сфера ваших достижений работы. Это просто мысли. Мысли, то, что вы обдумываете, может быть, куда потратить деньги, буквально так, или какую-то свою составляющую по работе. У кого-то это могут быть и смены, последующие, точнее, смена работы, любые мысли, или у кого-то будет связано, может быть, с жильем. Ну, само по себе получение денег, и дальше идет ситуация обдумывания. А вот тут вы как раз очень по сфере достижений или работы вы более осмысленны. Но вот, может быть, сами по себе деньги или какие-то неожиданности, они могут быть связаны с тем, что есть момент внезапности, поэтому будьте более прагматичными. Давайте посмотрим, что нам на личную жизнь откроют карты. И вот обратите внимание, это брюнетка. Просто брюнетка и все. И это может быть не обязательно лицо женского пола, это может быть и лицо женского пола, может быть, это вы сами. Или как раз вот то лицо, с кем у вас была ссора или было какое-то недопонимание. И этот оракул Сибилла, он предусматривает, если в одной из сфер жизни у нас совпадают одинаковые масти, здесь у нас пики, пики всегда неожиданность, то тогда мы должны достать дополнительную карту и принять что-то во внимание. Возможно, та ссора конкретно, которая произошла, или произошло недопонимание с конкретным человеком, вы не можете оставить как в зависшей какой-то ситуации. Давайте мы достанем карту и узнаем, чему нужно уделить внимание. Какое-то путешествие, поездка. И у нас десятка бубен. Десятка бубен – это еще и деньги, это какой-то интерес в первую очередь и какие-то ваши возможности. Может быть, для кого-то из вас, если именно какая-то ссора, пусть даже личного характера, но состоялась либо через деньги, либо что-то вам, ну, вы проясняете, может быть, со своими близкими, домочадцами. Домочадцы могут хотеть: "Нет, я вот хочу купить что-то одно". А вы понимаете, что: "А нет, вот одно, 2 не получится, потому что я должен или должна что-то просчитать, у меня другие планы". Или к вам приходят: "Одолжи мне денег". И вы можете тоже кому-то отказать, сказать, что: "Нет, извините, у меня сейчас все рассчитано, подсчитано". И тогда вот тот, кто пришел, даже пусть это где-то в личной жизни проигрывается, он может словно негодовать, почему ему отказали. Всегда говорили «да», а тут сказали в первый раз «нет». И вот эта реакция для вас как раз может быть несколько неожиданной. Но у вас стабильная позиция, мои дорогие стрельцы. Это все то, что я хочу сказать. И значит, тогда сохраняйте. А кто-то из вас собрался, может быть, в путешествие. И там может столкнуться, может быть, с новым знакомым, который не совсем адекватен в своих, ну, где-то действиях, или тот человек, которого вы действительно не знаете, может быть, сначала он себя позиционирует за друга, а потом, ну, следует какое-то не совсем культурное, назовем, поведение. И такое я могу предположить. Переложите эти карты на составляющую своей жизни. Здесь у каждого своя история. Поэтому карты говорят: более прагматично рассмотри изображение и значение. Я дополню картами Таро. Давайте раскроем. Что вы будете организовывать, адаптировать в эти 10 дней? Первые карты 3, именно по части адаптации. Какие вопросы, в каких сферах жизни. А вообще у нас здесь радость. Это могут быть и знакомства, это может быть человек, который намного младше вас.
Я не исключаю, что это ваши дети, подросшие дети. Тут тоже такое может проигрываться по пажу кубков. Но это радость, это где-то карта интуиции, доброго человека, чувствительности и подарков, кстати, может быть. И у нас из нашего кубка, помимо приятных эмоций, у нас выглядывает рыбья голова, а рыба– это правда. У кого-то, как путешествие, даже знак рыбы, он как рыбы в разные стороны плывут, а для кого-то конкретные вопросы денег будут проигрываться. Вот вы что-то будете адаптировать в отношении, может быть, и со своими близкими, и как-то это пересекается с финансами, но я должна сказать, и с вашими намерениями это тоже пересекается. В принципе, хорошее настроение. Что вы будете адаптировать еще? Праздник, опять же, продолжаются какие-то приятные события. Это карта наших друзей или приятных контактов, или сам по себе праздник. Что вы будете адаптировать еще? Кубки, посмотрите, много кубков, поэтому какая-то личная история. Пусть это будет не просто даже, хотя король кубков, это часто проигрываются супруги. Или наши партнеры, например, пусть, да, отношения не оформлены, но вы проживаете вместе. Или какие-то планы вы уже на будущее строите. Но это могут быть, опять же, и родственники, и ваши близкие. Где-то это и ваши дети подросшие, или родственники вашего партнера, даже далекие или ваши далекие. Но по этой карте это человек, который, на которого мы можем опереться. Поэтому в вашей жизни будет тот человек, который буквально готов взять за вас ответственность. По крайней мере, может быть такой, на кого вы можете опереться. Я допускаю, что это проиграется не для всех, но тогда для тех, кто один или одна. Надо подумать об этом, как свою жизнь как раз адаптировать к тому, чтобы быть в паре. Ну, понятно, каждый решает по-своему. Но я должна сказать, вы можете и познакомиться с кем-то, находясь в компании. Поэтому для вас лучше общение, чем быть отшельником, мои дорогие стрельцы. И даже если прежняя какая-то история, она закончилась никак, или она была очень грустная, тут у каждого, безусловно, по-своему. Но не можем мы на себе буквально ставить крест. Мы должны идти дальше. Жизнь продолжается. Тогда ваша основная задача– быть счастливым. Построить личную жизнь, может быть, и заново. Адаптировать себя, может быть, к этой мысли, что новый партнер – может быть, искать где-то, по крайней мере, внутренне себя настроить на новые отношения. Тогда вот эти карты будут советовать. Что вы будете организовывать в эти 10 дней? Самих себя. Правда, первая, прежняя, точнее, ситуация, которая была связана с грустью, с какой-то потерей. Когда были очень сложные эмоции, обратите внимание, не во всех, кстати, картах этой колоды изображены ангелы. Так вот, если вот в первой и вот во второй карте нет ангелов, кстати, первой, второй, третьей, точнее, нет ангелов. Тут что-то идет своим чередом. Где-то ваши мысли или та ситуация, когда встреча с каким-то человеком. Э, Если же это всегда карта прошлого, безусловно, тройка мечей или тройка воздуха, то теперь на место каким-то сильным эмоциям, переживаниям или тому, что как был в нашей судьбе пережит какой-то очень сложный момент. И это не прошло очень быстро. Словно сгусток боли мог долгое время сохраняться в нашей душе. Мы никак не могли себя собрать воедино, мы не могли себя настроить на что-то. То вот теперь вот эти два ангела успокаивают и говорят конкретно о выздоровлении. Кто смотрит мои расклады, часто я называю эту карту тройку мечей карта здорового равнодушия. Мы просто понимаем, что да, был какой-то период нашей жизни, но это завершилось. Мы оставляем это как ситуацию и больше не добавляем себе отрицательных эмоций. Сами себя не разрушаем, не бередим свои раны заново. Будем добрее к самим себе. И вот это вам нужно организовать в своей жизни, в самом себе. Что же еще вы будете организовывать? Ай, нечего добавить, лошарандары. Оставь все. Это карта завершения вот этих сложных моментов или какого-то сложного периода жизни. Птица Феникс, мои дорогие. Возрождение и освобождение, свобода, трансформация, 13-й старший аркан.
И в колоде поддержки ангелов это выглядит именно так. Вы как птица Феникс. И даже если были минусовые периоды вашей жизни, это закончилось. Возрождение и освобождение. Что же вы будете организовывать еще? Выходите из какой-то подвешенной ситуации, но вы будете это делать достаточно медленно. Это не происходит где-то быстро, но это карты перспективы и того, что какая-то прежняя, а, словно разрушительная история, она у вас закончилась. Мы не должны искусственно, кстати, это карта повешенного, мы не должны искусственно продолжать эту паузу. Мы ее должны как раз увидеть новые перспективы. Человек себя, сам ангел, как будто перевернул, чтобы увидеть что-то новое, как новое направление. Это карта, кстати, альтруизма. Кто-то к вам может прийти на помощь, или кто-то может оказать вам содействие, сочувствие. Или в личной жизни, мои дорогие стрельцы, если вы сейчас один или одна, тогда карта будет говорить о том, что вам совершенно необходим тот человек, который вас принимает такими, какими вы есть. Что-то должно завершиться. И вот эта перевернутая позиция, она должна вернуться в баланс, восстановить равновесие. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы. Помните, что, ну, может быть, в этот период 10 дней вы некоторый баланс подводите под части между прошлым и то, что вы себе наметите на будущее. И будет как раз для вас означать и свободу, и трансформацию, и завершение какого-то сложного периода. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.